Итак, друзья, топ моих упражнений для стретчинга. Все вышеперечисленные упражнения я применяю практически каждый день. Я выработал свою методику для того, чтобы запустить свой организм. Когда вы долго сидите, ваши ягодицы становятся такими твердыми, скукоженными, ваша поясница затекает, и вам по-любому необходимо делать упражнения для стретчинга. Возможно, это не будет сложное упражнение по йоге, достаточно всего лишь несколько упражнений, которые мы сегодня с вами сделаем. И ваша гибкость и мобильность ваших суставов вырастет. Поехали. Итак, первое упражнение называется треугольник. Мы ложимся на спину, левая нога на правую, вы просовываете две руки в отверстие между ног, расслабляете голову, старайтесь положить плечи вниз и максимально расслабить ваши плечи и сделать несколько циклов дыхания, например, 10 циклов дыхания на одну ногу и 10 циклов на другую ногу. Что важно здесь почувствовать? Важно почувствовать, как тянется ваша ягодичная мышца. По моей теории, в первую очередь, нужно потянуть ягодичные мышцы для того, чтобы амплитуда ваших движений в тазобедренных суставах стала более амплитудной. То же самое на другую сторону. Плавно выходим, делаем несколько таких качающих движений и делаем смену упражнений. Следующее мое любимое упражнение. Для этого вам понадобится такой вот ремешок. Мы ложимся на спину, накидываем ремень на центр стопы. Нижняя нога, она выпрямляется. И мы плавно выходим как минимум в 90 градусов. И выпрямляем, максимально толкаем коленку, выпрямляем ее. При этом ваши руки вы держите биомеханично, то есть вы чувствуете, как работают ваши плечи. Плечи не напрягаются, вы чувствуете лопатки, плечи вниз. И вы, получается, тянете ногу таким образом. Также вы чувствуете боковую линию. Делаем вдох-выдох. И делаем 10 дыханий на каждую ногу. Смена. То же самое центр стопы. Выводите в первую очередь на 90 градусов, полностью выпрямляете ногу и потом только лишь опускаете к себе. Ваша левая нога натянута и прижата к полу. Работаем.
и расслабляемся. Следующая растяжка. В этом же положении вы подтягиваете одну ногу к себе, берете за центр вашей голени и максимально прижимаете бедро к вашему туловищу. При этом ваша макушка вытягивается. Плавно меняем ногу. Смена. Немного качнулись влево-вправо. И плавненько поднимаемся, делаем небольшой ролик. Следующее упражнение называется 90 на 90. Ваша спина ровная. Вы поворачиваетесь на одну ногу. У вас нога по 90 градусов. И противоположная нога также по 90 градусов. Вы стараетесь выровнять корпус и плавно опускаетесь вперед, вытягиваете вашу ягодичную мышцу, чувствуете вытяжение. И также вы чувствуете работу правого тазобедренного сустава. И когда вы сделали 5 таких циклов, вы можете расслабиться и полежать в таком положении несколько дыханий. Отлично. И то же самое смена на другую сторону. Сама смена — это уже упражнение, которое помогает вам улучшить вашу мобильность. И переворачиваемся на правую ногу. То же самое. Правая нога по 90 градусов, левая по 90. Чувствуете свои тазобедренные суставы, раскрываете ягодицы и плавно идете вперед с выдохом. Сделали 5 наклонов и пошли немного глубже. Также вы можете делать это упражнение более динамично, то есть вы можете просто сидеть и идти в одну сторону и перекат в другую сторону. Не забывайте вытягивать грудной отдел, раскрывать плечи и сокращать область спины. Делаем так около 8 либо 10 раз. И идем дальше. Следующее упражнение для растяжки, мое любимое, называется поза голубя. Если у вас есть вопросы с коленями, делайте очень аккуратно. Для того, чтобы выполнить это упражнение, вам, возможно, понадобятся кирпичики для йоги. Так, у меня есть 2 кирпичика. Я покажу, как их можно использовать. Итак,
Начнем с левой ноги. Левая нога становится в такое положение. Правая выпрямляется. Вы можете взять два кирпича, облокотиться, чтобы ваша спина была прямая. Задача этого упражнения — почувствовать ротаторы ваших тазобедренных суставов и потихоньку их подтянуть, потому что они бывают в гипертонусе. Также потянуть область вашего бедра. Вы заходите в это положение. Если вы чувствуете дискомфорт в колене, значит, нужно работать, как вы уже знаете, с печенью и желчным пузырем, потому что две точки, они с одной стороны и с другой стороны колена. И плавненько дышим, потихоньку углубляем позицию. Если у вас получается, то ваша нога выводится под 90 градусов. Если нет, ничего страшного. Раскрываем грудную клетку и делаем с вами несколько наклонов вперед. Вы можете использовать кирпичики, я буду использовать свою ногу в качестве опоры. Делаем вдох и с выдохом идем вперед. Еще раз вдох, раскрываем грудную клетку и выдох. Теперь правая рука идет вниз, вы немного разворачиваете корпус, если получается, левая рука идет вверх, и вы еще больше чувствуете натяжение в области ваших ягодиц. Плавно возвращаетесь и расслабляете ваш корпус. Делайте 10 дыханий. Плавно возвращаемся. Если в этом упражнении вы чувствуете дискомфорт, вы можете немного поднять себя с помощью кирпичика. Вот вы буквально можете на него сесть. Возможно, вам тогда будет легче. И смена положения. Я делаю смену через горку. Обычно уходим в горку, делаем такую походку элефант-волк. Втягиваемся и делаем смену. Правая нога идет вперед, очень плавно заходим. Чувствуем ваше колено, чувствуем ягодицы. Раскрываем грудную клетку. И когда вы будете готовы, делаем глубокий вдох. И плавно делаем несколько наклонов вперед. То же самое вы можете делать с кирпичиками. Либо без. Левая рука идет вниз. Немного доворачивайте корпус. И если получается, правая рука идет вверх. И расслабляемся, делаем несколько дыханий. Плавно возвращаемся. Расслабляем ноги. И делаем небольшую такую компенсацию. Чувствуем ваше тело под 90 градусов. Делаем вдох-выдох и толкаем ягодицы вверх, напрягаем их. Делаем обратную такую планку. И переходим к следующему упражнению. И теперь мы переходим к растяжке вашего бедра. Это очень интересное упражнение. Вам понадобится стена. Делаем очень аккуратно. Если вы делаете первый раз, то вам понадобится по-любому кирпичики, либо какая-то опора. Это может быть стул перед вами. Какая задача? Нужно прижать вашу голень к стене.
таким образом. И после этого нужно очень аккуратно, плавно встать на противоположную ногу, то есть на правую для меня. Когда вы смогли занять это положение, то вам потихоньку нужно потихоньку подняться. При этом ваша икра может немного вот чуть ее довернуть, раскрыть. Таким образом вы прижмете свои ягодицы к стене. Я это обычно делаю у стены. Вот. И почувствуйте вытяжение в бедре, в области вашего таза. Вам нужно привыкнуть к этому. Самое сложное — это первые 30 секунд. Если вам тяжело, вы можете занимать такое положение, это тоже окей. Дышите. И если у вас получается, вы поднимаетесь. Обычно я засекаю где-то 1,5–2 минуты на каждую ногу. И когда вы смогли встать в вертикальное положение, вы поднимаете ту руку, на коленке какой ноги вы стоите. Допустим, левая нога, левая рука. И начинаете вытягивать боковую часть вашего корпуса. Возвращаете, делаете несколько дыханий. И еще раз вдох-выдох. Если вам легко делать это упражнение, можно перейти сразу к следующему упражнению, то есть следующей вариации. Следующая вариация. Вы отрываете свой таз от стены, и ваш таз теперь идет вперед. Нога остается в том же положении, и вы, получается, раскрываете грудную клетку, поднимаете руки вверх, если получается, и дышите. Таким образом, ваш корпус идет вперед. И расслабились. Делаем еще раз вдох и выдох. Делаем еще один подход, вдох и выдох. Теперь плавно меняем положение, поднимаемся немного, делаем несколько таких дыханий и шагов, разворачиваемся, толкаем стену, вытягиваемся, чтобы сбалансировать ваше тело. При этом ваши коленки подтягиваются вверх, и ваша спина вытягивается. И делаем смену ваших ног. Очень аккуратно. Находите удобное положение. Когда готовы, делаете наклоны. И поначалу вот данного положения вам достаточно, чтобы почувствовать прогресс в вашей йоге, в вашем стретчинге, почувствовать улучшение подвижности ваших тазобедренных суставов. Почему важно тянуть бедро? Потому что ваше бедро очень затянуто, оно берет больше нагрузки, а ваши хамстринги, бицепс бедра и ягодицы, они не так включены в работу, так как мы на них сидим большую часть своей жизни. Поэтому нам нужно в первую очередь раскатать свое тело и затем сделать такую мобильность, сделать стретчинг и перейти уже к силовым каким-то упражнениям. Именно после этого стретчинга я делаю иногда его более длинным, иногда более коротким. Я перехожу к упражнениям тяжелой атлетики, приседаниям со штангой, упражнениям становой тяги. Когда ваше тело гибкое, в процессе силовых нагрузок вы получаете меньше травм, потому что амплитуда движения у вас больше. И здесь вы также можете сделать второе упражнение. То есть вы можете пойти вперед, раскрыть грудную клетку, делаем вдох, толкаем таз вперед и выдох. Расслабляемся. Еще раз вдох, выдох, еще раз вдох и выдох. Отлично, меняем положение, делаем несколько шагов и толкаем стену, либо то, что есть у вас перед собой. Друзья, последняя растяжка, которую я хотел бы вам показать, она связана с мобильностью вашего голеностопа.
Голеностоп очень важен, если вы приседаете, занимаетесь силовыми упражнениями, тяжелой атлетикой. Вам понадобится стена для этого и кирпичик. Вы становитесь на кирпичик и вытягиваете таким образом вашу ногу, то есть полностью выпрямляете и плавненько начинаете опускаться перед собой. При этом вы чувствуете, как задняя линия вся, она начинает тянуться ваша ягодица, при этом ваша спина прямая. Делаем вдох, выдох. И задерживаемся в этом положении на 10 дыханий. Плавно опускаем прямую спину вперед, перед собой. Чувствуем, как тянется ягодица. То же самое смена. Затем вы делаете вот такое расслабление, делаете вдох, выдох, балансируйте себя. Друзья, надеюсь, вам понравились эти упражнения. Напишите в комментарии, получились ли они у вас, какие у вас были сложности, возможно, какие-то вам упражнения не подошли. И я желаю вам подвижности ваших суставов, потому что суставы – это наша молодость.